Приветствую вас, коллеги. Меня зовут Алексей Шамин. Я являюсь управляющим партнером анимационной студии «Видеозаяц». В предыдущем выпуске я рассказывал, сколько стоит видеоролик и от чего зависит стоимость рекламного ролика. В этой второй части на ту же тему покажу на реальных примерах, какой ролик сколько стоил, и объясню почему. Ремарка. Наша видеостудия специализируется на создании анимационных видео для новых продуктов и имиджевых фильмов для бизнеса. Сюда же входят инфографика, motion дизайн, 3D-визуализация, дудл-видеоролики, поэтому речь пойдет о подобных рекламных роликах. Как я говорил роликом ранее, три главных фактора, влияющих на стоимость: хронометраж, сроки создания и сложность видеоролика. Сложность ролика определяет используемый стиль графики и анимации. На примере нашего портфолио покажу разные стили, от простого к сложному, с разной длительностью и сроками исполнения, и озвучу стоимость данных работ. Поехали! Первая работа – Joya Machine. Задача – презентовать новую и единственную децентрализованную платформу для ведения благотворительных волонтерских кампаний. В начале общения с заказчиком мы поняли направление деятельности и что речь пойдет об SEO-проекте и криптовалюте, поэтому нам уже было ясно примерное содержание будущего видеоряда. Также узнали, что примерный бюджет на видеоролик в районе $1000. Исходя из этого, мы предложили на выбор три варианта реализации с аналогичным бюджетом, бюджетом поменьше и больше $1000. В итоге клиент остановился на стиле упрощенной 2D графики и анимации, который у нас в компании относится к так называемому пакету услуг стартап стоимостью 49 тысяч рублей за минуту. Сроки клиент определил 15 дней, которые были обусловлены запуском маркетинговой кампании. Эти сроки на 40% короче стандартных, но ввиду бюджета клиента и других факторов мы решили пойти навстречу и остались в рамках стандартной стоимости. Проект ориентирован на западные страны, поэтому создавали английскую версию ролика. Это дополнительная опция при заказе рекламного ролика. Русская версия была не нужна, поэтому из сметы вычли стоимость русской озвучки. С учетом названных выше факторов цена видеоролика 55 тысяч рублей. Второй проект – распаковка. Задача – разработать заставку к видеоблог-шоу о рынке франшиз в РФ. Содержание будущего видео было нелегко определить перед началом сотрудничества, поэтому мы разработали концепцию сценария и только потом составили смету. Хронометраж заставки до 30 секунд. Сроки стандартные. А вот что необычного было в этом рекламном анимационном видеоролике, так это пример проекта, на который мы ориентировались в отношении общего оформления. Используемый стиль предполагал так называемую низкополигональную 3D графику, которая имеет относительно малое количество полигонов, то есть происходит намеренное упрощение 3D графики. Подобный стиль представляет собой смесь ретро и футуризма и всегда смотрится модно и самобытно. При этом исполнение стиля бывает простым, а бывает посложнее, с большим количеством деталей. В данном случае это более простой вариант, который относится к нашему пакету услуг бизнес. Финальная цена видеоролика 70 тысяч рублей. Третий проект – Anva Engineering. Это изготовление видеопрезентации строительной компании со специализацией на объектах нефтегазового комплекса. Изначальный хронометраж установили 60 секунд, однако во время разработки рекламного ролика заказчик захотел удлинить ролик на треть. Согласно нашему прайсу, это должен был быть доп-кост, но решили сделать 17 секунд для клиента в виде приятного бесплатного бонуса. Сроки на создание видеопрезентации – месяц. По стилю видеоролика от заказчика было одно главное пожелание – использовать 3D-графику. На этапе переговоров клиент выбрал стиль упрощенной 3D-графики, которая относится к пакету услуг бизнес, и поэтому финальная стоимость вышла стандартной – 89 тысяч рублей согласно прайсу. Четвертый рекламный видеоролик – «Штука». И это не цена видеоролика, а название фестиваля для гиков и любителей настольных игр, которые мы прорекламировали запоминающимся видеороликом. Еще перед началом работы мы разработали сценарий в стиле 2D персонажной анимации. Видеоряд содержал в себе главного персонажа, который являлся идеальным представителем целевой аудитории фестиваля, различных супергероев и другие необычные элементы. Помимо креативного сценария привлекли к работе диктора, который озвучивает фильмы Marvel. Говорят, что жизнь — это игра с крутой графикой и скучным сюжетом. И у этой игры есть секретный уровень — наши увлечения. На этом уровне 1000 игроков. Присоединяйся! Примечателен на проекте выбранный нами стиль 8-битной пиксельной графики, который еще с детства помнит целевая аудитория фестиваля. Подобные задачи мы относим к пакету услуг люкс. Как вы, возможно, уже успели понять, такой видеоролик с использованием перечисленных креативных решений дешево стоить не может. Сроки у проекта стандартные. Хронометраж 30 секунд. Этот ролик запускался как видеореклама в интернете. Кстати, в нашем прайсе, как и в прайсе многих других компаний по видеопроизводству, любая длительность видео до 1 минуты стоит примерно на 30% меньше стоимости минуты графики.
То есть стоимость 30 и 60 секунд почти не отличается. Часто клиенты думают, что если мы делаем ролик в 2 раза короче, то стоимость будет в 2 раза ниже. Но на практике трудозатраты распределяются по-иному, так уж устроен рынок видеорекламы. Поэтому если бы мы делали минуту, проект стоил бы 199 тысяч рублей. Но здесь, в случае длительности в 30 секунд, мы выполнили видеоролик за 150 тысяч рублей. И, наконец, пятая работа GFU SA. Задача – презентовать швейцарскую компанию и их главный продукт – мобильное приложение TaxFone. Стилистикой видеоролика выбрали высококачественный 3D бродкаст дизайн. Этот стиль один из самых сложных в разработке и относится к нашему пакету услуг Lux Plus, стоимость которого начинается от 300 тысяч рублей за минуту, а дальше все зависит от множества факторов. В каждом подобном проекте все индивидуально. После 2 недель переговоров о длине ролика все-таки сошлись с заказчиком на 2 минутах. Этот проект – флагман нашего портфолио 2018 года. Сроки стандартные на подобные проекты 2 месяца. В смету также включили английскую версию ролика, но ее сделали бесплатным бонусом для клиента. Итого, видеоролик обошелся заказчику в 600 тысяч рублей, но сейчас проекты подобного уровня у нас стоят дороже. Оговорюсь, что название, которое мы используем для описания стилистики материалов ролика, это наше обозначение. Те же самые ролики могут называться по-другому. Это особенность рынка, каждый в одно и то же понятие вкладывает немного разный смысл. Скажу также, что раскрыть за 5-10 минут тему, сколько стоит рекламный ролик, сложно, даже в 2 видео. Это обширная тема, затрагивающая много нюансов, поэтому задавайте свои вопросы в комментариях, и мы ответим на них в следующих роликах. Подведем итоги. Мы показали 5 рекламных роликов, и все они разные, и стоят разных денег. Мы еще не показали проекты, на которых 3 языка и, скажем, 3 разных версии под телевещание. О расчете смет на подобных проектах вообще можно снимать отдельное видео. Ваш проект будет уникален, поскольку у вас своя индивидуальная задача и свой особенный бизнес. В любом случае, мы всегда делаем сметы прозрачными для заказчика, и, подписывая договор, вы будете твердо знать, на что уходит каждая копейка денег. Помните, что вам, как заказчику, необходимо заполнить техническое задание и отдать подрядчику на просчет, чтобы учесть все факторы, влияющие на стоимость, и правильно оценить цену рекламного ролика. Заполнять техническое задание важно. Что это такое, где взять и как правильно ответить на вопросы, смотрите в других наших видео на канале. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете относительно наших цен. Стоят ли показанные ролики своих денег? Нам будет очень интересно узнать вашу точку зрения. Подписывайтесь на наш канал, паблик ВКонтакте, а если хотите консультацию, оставляйте заявку на сайте. Ссылка в описании. И мы подробно расскажем, сколько стоит ваш будущий видеоролик. Удачи!